Гуляя по интернету, вы можете наткнуться на такие громкие заголовки, как, например, «Мозг работает всего лишь на 10%», или «Рыжие люди постоянно исчезают, и скоро их вообще не останется», ну или «Океан на 95% не изучен». Верите в такое? На самом деле, все такие громкие заголовки нужно подвергать сомнению, но в последнем случае это недалеко от истины. Мировой океан мы действительно очень мало исследовали, и ведь постоянно находим там что-то новое. А что если? Там есть нечто большое. Нечто огромное, способное перевернуть эту яхту. Не знаю. Сегодня мы постараемся это выяснить. Я не хочу в темную комнату. Можно я здесь останусь? Всем привет! Я тут недавно посмотрел свежий фильм, который называется «Мэг. Монстр глубины». В принципе, неплохой мюзикл. И вдруг я вспомнил. Прямо посреди фильма вспомнил, что давно роликов не было. Но речь не о том. Мегалодон. Гигантская акула, которая действительно существовала. Крупнее и тяжелее, чем всем известный тираннозавр Рекс, и более подходящего момента рассказать про нее у меня уж просто не будет. Поэтому пришлось начать копать. Что ж, поехали. Или поплыли. Что обычный человек знает об этой акуле? Что такая была? Что она была просто неимоверно огромных размеров, что у нее огромные зубищи, да и, наверное, все. Нет, не все. Люди, которые любят смотреть популярные научные передачи по каналам типа Animal Planet или Discovery, точно слышали, что научное сообщество всерьез обсуждает возможность ее существования прямо сейчас. Тут несостыковочка сраная. Я вижу четкую информацию, что они вымерли как минимум 1,6 миллиона лет назад. Ну как четкую? Возможно, они вымерли и 2,6 миллиона лет назад, но тут вообще сложно что-то сказать наверняка. В общем-то, вымерли. А поиск несуществующих или уже вымерших животных называется криптозоологией и считается антинаучной херней. Но как бы там ни было, это очень интересно. Хотите услышать версию криптозоологов? Есть у меня один знакомый. Мегалодон. Ученые считают, что он давно вымер. Но свидетельства очевидцев и фактические доказательства говорят об обратном. Например, старые записи рыболовов и иллюстрации. А в наше время судна тонут из-за столкновения с огромным монстром. Ученые находят свежие зубы этого хищника, а также есть видеозапись, которая была сделана на дне Марианской впадины. Так правы ли ученые, которые говорят, что его точно уже нет? Разве этому виду акул нет места в огромном неизученном океане? И действительно, многие статьи в интернете говорят об этом. Некоторые даже аномалию Бермудского треугольника пытаются объяснить мегалодоном. Хотя в этой статье столько воды, что в ней вполне мог бы плавать мегалодон. Но Бермудский треугольник? Серьезно? Я представляю, как эта древняя акула стала настолько умной, что построила из подручных средств себе ракетную установку и начала сбивать самолеты. Но это все шутки. Мало ли что там говорят сайты и видео на ютубе. Этим, как правило, занимается один человек, и он может или недопроверить информацию, или специально дезинформировать ради просмотров. Пора уже к этому привыкнуть. Но есть свидетельства посерьезнее. И сегодня мы рассмотрим все доказательства и попробуем сделать вывод. Все началось как любой квест в РПГ-игре. Известный океанолог Дэвид Стед в 1918 году услышал, что кто-то подслушал, что сказал моряк другому моряку, что один видел огромную акулу 35-метровую, а второй 90-метровую. Собственно, наверное, это и было началом распространения историй про ныне живущего мегалодона. Опять же, экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств. И сейчас мы посмотрим, есть ли они вообще. В 2013 году на канале Discovery был показан документальный фильм «Мегалодон жив». Все это было показано в рамках ежегодного цикла передач «Неделя акул». Фильм начинается со сноски, что это реальные кадры. Идет съемка с рук, что-то сталкивается с судном и все. Далее нам показывают, как обрабатывают звук, и там слышны крики. О боже, это акула! Акула, которая может перевернуть большое судно. Это произошло 5 апреля 2013 года у побережья Кейптауна. В подтверждение этих слов нам показывают репортажи с канала 3 News, где говорится о затонувшем судне и 3 погибших. Камеру удалось найти и восстановить данные. Также любителями были сняты кадры, как на пляже валяется кит, у которого половина тела откушена. Далее, как доказательство, приведены кадры времен Второй мировой, как рядом с немецкой подводной лодкой плывет нечто невероятно большое.
Обо всем этом рассказывают ученые, например, немалоизвестный Колин Дрейк. И нам ясно дают понять, что мегалодон еще жив, и ученые до сих пор его ищут. А теперь поднимите руку, кто в это поверил. А почему бы и нет? Это вообще-то канал Discovery. Мы привыкли видеть там научные передачи. Куча годноты там выходила. Почему сейчас вдруг все поменялось? Но на самом деле не сейчас, а давно. Просто для того, чтобы распознать фейк, человек должен разбираться в том, что там говорится. Реальность обстоит немного по-другому. К счастью, у побережья Кейптауна в то время никакое судно не терпело крушения, что доказывает отсутствие каких-либо новостей и сообщений на эту тему. А канала, по которому показывали этот репортаж, не существует. Ну а вот насчет любительской съемки, во-первых, меня очень удивило, что съемка-то не любительская. Она совершенно такая же, как и во всей документалке. Также я узнал, что это не гавайский мальчик, а южноафриканский актер, как раз из Кейптауна. Его зовут вот так. А это CGI-графика. Такую же Discovery не поленились использовать в конце своего документального фильма, чтобы чутка пугнуть зрителя. Да даже если бы этот кит был настоящий, да что с того? Киты часто дезориентируются и их находят на пляжах. И да, бывает без какой-либо части. Дальше Вторая мировая. Немцы. Забавно, что на этих архивных фотографиях присутствует свастика. Это, знаете ли, очень тупо. Да и кадры эти можно по-другому воспринимать. Вот, например, так. Но да ладно, покопавшись в этом дерьме, я нашел то, откуда и сделали эту фотографию. Да, это как бы видеозапись. И, разумеется, на оригинале нет никаких плавников. Зашибись, фотошоп. Что мы видим дальше? Девушка без ноги, серфер, рассказывает, что ноги не стало после столкновения с гигантской 10-метровой акулой. Вы что, и не поверите? У нее ноги нет, вы чё? Какие еще нужны доказательства? Ну, точнее, отсутствие доказательств. Нам показывают, что девушку зовут Джесс О'Кар. Я побежал искать в гугле, что это за девушка и как она со всем этим справилась. Но ничего не нашел. Безногой девушки-серфера по имени Джесс О'Кар не существует. Но кого тогда нам показали? Кэтрин Кампко, актриса и модель. И у нее правда нет ноги, только ее ампутировала отнюдь не акула. А вот эксперт Колин Дрейк, вокруг которого строится все повествование, он на самом деле ученый. Врач, если быть точнее. Точнее, играл роль врача в фильме «Освободите Вилли». Да, это тоже актер. Его зовут Дэрен Мейер. Когда я это узнал, я знатно разочаровался. Давно папа покупал мне записи Discovery, мол, вот, сынок, смотри, зашибись передачи, познавательные. Спасибо, пап, что тут у нас мегалодон. О, неплохо, чувствую, что мой мозг увеличивается, ему уже не хватает черепной коробки. Классно. Появляется еще один морской биолог, Маделин Жубер. Но это актриса Юлиана Вентер. Чё-то я не понял, в этой документалке вообще есть реальные люди? К сожалению, есть. Например, Майк Бана. Он действительно занимается съемкой документалок про акул, знает про них очень много и даже был оператором в последнем фильме про мегалодона. Он выступает тут как эксперт. Я знаю, куда Дрейк направляется. Я уважаю его как ученого, мы много вместе работали. Чего? С кем ты работал? Этот человек не настоящий. Кто-нибудь сообщите ему об этом. Просто, блин, ты эксперт по акулам, тебя зовут совершенно везде. Так зачем опускаться и врать миллионам зрителей? Вы же не хотите сказать, что он не знал, что с ним на экспедиции ездит актер? Или... Что у него в руке? Что он читает? Он что-то подозревает? Его нужно отвлечь. Включайте шторм. В общем, вы поняли, это не документальный фильм. Это полностью вымышленная история под соусом документального фильма. Только у людей не возникает вопросов, а кто такой этот ученый? А кто такая эта женщина без ноги? А это кто такая? Они для зрителей реальные люди, ведь Майк Бана тоже реален. Я его видел практически во всех документалках про акул. Они, конечно, писали в самом начале, что некоторые моменты драматизированы, но в любом случае же слухи о мегалодоне ходят, так что все в порядке. Что значит драматизированы? Не драматизированы, а полностью вымышлены. И какой прок от этого сраного дисклеймера, если человек начал смотреть телевизор, ну, например, с 10-й секунды? Что за интересная передача? Ой, да иди отсюда, сначала смотри, пожалуйста. Так же с моими видео.
Люди, которые не досматривают до конца, реально думают, что я всерьез затираю про инопланетян и Чупакабру. Это очень странно. И весь этот комплект из вранья дает ощутимые результаты, ведь если взглянуть на опрос, который сам канал Discovery сделал, то мы увидим, что 73% опрошенных до сих пор верят в его существование. Ради справедливости хочу отметить, что Discovery в 2018 году выпустили серию, которая называется «Мегалодон. Факты против вымыслов». И сказали вот что. Да, наш фильм был спорным, но он подогрел интерес к крупнейшему хищнику в истории планеты. А это неплохой контент. Придумать истории, а потом их же и разоблачать при участии настоящих ученых. Только почему спустя 5 лет? Не потому ли, что фильм выходит в кинотеатрах? И даже вдохновило на создание блокбастера. А также мы увидим эксклюзивные кадры из блокбастера. Кадры из нового блокбастера «Мег». Ну понятно. Все это большая реклама фильма, потому что вы сказали о нем раз 5 за этот ролик и показали кадры оттуда. Можно, кстати, посмотреть заинтересованность людей, кто что смотрит. На канале Discovery ролик с фактами о Мегалодоне собрал 30 тысяч просмотров, а ролик с фейковыми свидетельствами набрал 3 миллиона. Людям, к сожалению, намного интереснее слушать про небылицы. Вы, конечно, не обо всех фейках рассказали, но спасибо хоть на этом. Серьезно, спасибо. Но не только в Мегалодоне была проблема. Факт остается фактом. Если бы научное сообщество всерьез обсуждало возможность существования Мегалодона сейчас, то таким каналам, как Discovery, не пришлось бы нанимать актеров и придумывать ученых, чтобы те подтвердили безумные теории. Да и вообще все было не так просто с неделей акул. Люди очень зря думали, что такому каналу, как Discovery, можно полностью доверять. В 2012 году вышла серия «Акула Вуду», где рассказывается о луизианской городской легенде. Ученого Джонатана Дэвиса обманом заманили на интервью, которое было просто о акулах, а в итоге нарезали его слова и выставили все это так, как будто он подтверждает существование городской легенды. То же самое произошло с серией «Monster Hammerhead», где ученые пытаются найти огромную акулу-молот, которую наблюдают уже 60 лет. Никого, конечно, не смущает, что акулы-молот живут максимум 50 лет. Но да ладно, она же монстр! А это значит, что и суперспособности у нее точно есть. Возможно, вместо головы у нее настоящая кувалда нахрен. Но почему-то морского биолога Кристиан Стамп они заманили как в научную передачу, а потом нарезали ее интервью совсем по-дебильному. И теперь она не ученый, а фрик. Эти передачи очень качественные. Но это просто выдумки. Почему нельзя об этом сказать? Зачем вбрасывать говнище туда, где и без вас хватает всяких фейков? И кажется, я понимаю, как все это происходит. В данный момент я с полной уверенностью могу сказать, что все мегалодоны вымерли. Отлично, всем спасибо, съемки закончены. Вы будете чай? Да, конечно. А сколько кубиков сахара вам положить? Одного будет достаточно. Настоящие ученые в новом документальном фильме «Мегалодон. Тайна раскрыта». Так Мегалодон на самом деле существует? Да, конечно. А сколько их потребуется, чтобы уничтожить человечество? Одного будет достаточно. Мегалодон. Тайна раскрыта. И это даже не скетч был, а правда. И как после этого верить вообще хоть кому-нибудь? Ведь в таком были замечены не только именитые зарубежные каналы, но и наши. РЕН-ТВ, например. Хотя не думаю, что вы особо удивлены. Проблема не в том, что программы там антинаучные, совсем нет. Проблема в том, что там снимают вообще всех. И настоящих ученых, и фриков, и актеров. И ты никогда нахрен не разберешь, кто из них кто. Это возвышает совсем поехавших, которые рассказывают про людей-великанов, и уничтожают репутацию тех людей, которые говорят, что этого нет. Просто телеканалы все в ином свете показывают. Это не YouTube, блоги, верить на слово, которым вообще противопоказано, будь то я или какой-нибудь серьезный научный канал. Это телевидение, где на огромную аудиторию настоящий ученый вещает о том, что мегалодон еще жив, и он с удовольствием перевернет вашу лодку и сожрет всю вашу семью. Разница на самом деле ощутима. И это еще раз доказывает, что всю информацию нужно подвергать сомнению. Ну а теперь немного посмеемся. В Москве есть огромный океанариум, где есть отдельная выставка, посвященная акулам. Когда я узнал, что там есть реконструкция челюсти мегалодона, разумеется, я захотел там поснимать свой сюжет. Но это же круто, когда такие большие организации сотрудничают с блогерами. Тем более, я считаю, что развеивать мифы – это неплохая идея. И мы почти договорились.
пока я не рассказал, что буду развеивать мифы, которые породил канал Discovery. Мне тут же отказали, так как этот океанариум сотрудничает с Discovery. Браво! Я же хочу как лучше, а кое-кто не хочет. Discovery, если вы это видите, то что, черт возьми, происходит? Почему я не могу рассказать о том, что вы придумали весь сюжет ради рейтингов? Это ведь не я додумался, а ученые, которые были в шоке от увиденного. Но, скорее всего, это просто океанариум побоялся, что у них будет сниматься сюжет, который задевает их друзей. Такое. Сама выставка про акул никак к Discovery не относится. И она, кстати, была очень интересной. Она как раз и занимается тем, что развеивает мифы вокруг акул. Но мне почему-то снимать там нельзя. Но я все равно снимал. Не потому, что я нарушаю закон, а потому, что там можно снимать, и камера у меня непрофессиональная. Охранники рядом ходили и все видели. Какой вообще был смысл мне что-то запрещать? Так вы, за экранами, не судите меня. Я на выставке вообще-то купил акулку, футболку и значок. Мегалодон жив. Ну, с этим разобрались, двигаемся дальше. Хотя... чего-то здесь не хватает. Вот теперь все верно. Неожиданный конкурс на футболку у меня в Инстаграме. А как тогда объяснить это? Это уже не постановочные кадры. Куча свидетелей гигантской акулы, которую вымыло на берег. 50 футов. Это точно мегалодон. Наверное. Но это и правда была гигантская акула. Вот такая. И это случилось на Род-Айленд. И она всего 8 метров была. Ну, может, в Марианской впадине хотя бы есть? Почему я так решил? Если вы будете искать информацию про мегалодона и наткнетесь на плохие сайты и плохие видосы, типа «Что же нас ждет на днище Марианской впадины?» Реальные кадры мегалодона без СМС, 121 факт, что он, наверное, существует, то вы обязательно увидите это. Кадры из Марианской впадины, на которой почему-то опять 50-футовая акула. Только вот, скорее всего, эти кадры были сняты в 1989 году в Японии, а на снимках 7-метровая тихоокеанская полярная акула. Собственно, наверное, это были главные свидетельства того, что мегалодон существует, если не брать в расчет 1 100 000 фотошопных фотографий. Люди не понимают, что реальная научная передача про мегалодона будет намного интереснее выдумок про то, что он до сих пор живет вместе с нами. Уж поверьте, вы будете удивлены. Но что ученые на самом деле знают о мегалодоне? Что много миллионов лет назад бороздила океаны огромная акула максимальной длины 50-52 фута. Воу! 52 фута — это же почти 16 метров. Мне почему-то казалось, что документальные фильмы, обычные фильмы, детские рассказы, все нам говорили, что мегалодон намного больше. Ну да ладно. Хочу заметить, что это наиболее вероятная максимальная длина. Какие-то ученые говорят, что он был 18 метров. Какие-то говорят, что 20. А в начале 20 века вообще говорили о 30-метровых. Но большинство сходится во мнении, что больше 14-16 метров он просто не мог вырасти. И не факт, что в дальнейшем не появится новых данных, которые просто перечеркнут все прошлое. Все так сложно, потому что размер ученые могут определить только по зубам и некоторым кусочкам скелета, которые сохранились. Просто дело в том, что скелет и у акул, и у мегалодона состоит не из костей, а из хрящей, а поэтому сохранились очень не очень. Но зубы — другое дело. Это, кстати, настоящий зуб мегалодона. Их находят достаточно, но этот прям огромный. Но все скелеты мегалодона, которые вы можете увидеть, или хотя бы челюсти полностью, это просто реконструкция, разумеется. И уж поверьте, если бы тело мегалодона появилось на берегу, это было бы во всех газетах в мире, в каждой телепередаче, а не только на конспирологическом YouTube-канале. Это не теория заговора. Никому нет выгоды от того, что мегалодон уже вымер. Наоборот, было бы круто. Представьте, мы все думали, что он вымер миллионы лет назад. А тут вдруг хоп и появился. Мы можем его изучить. Это называется эффект Лазаря. Вот, например, латимерии. Огромные рыбехи, которые больше вас могут быть. Люди думали, что они вымерли 65 миллионов лет назад, пока их живехенькими не обнаружили в 1938 году. Да таких примеров много. Погуглите эффект Лазаря. Это означает, что наука не на все дает ответ. Такие находки — это удивление для всех. И значит, мегалодон тоже может взять и появиться? Может, мы просто не знаем, где искать, ведь мировой океан практически не изучен. Тем более, что были найдены зубы мегалодона, которым всего 11 тысяч лет.
Это тоже показывали на Discovery, но уже в продолжении той передачи. Ее, кстати, в итоге никто не опровергал. Она называется «Мегалодон. Новые доказательства». Вот, смотрите, женщина-ученый рассказывает об этом. Он не древний, это современный зуб. Он светлее, значит новее. Как правило, да. Ладно, такого ученого тоже не существует. Как и зубов мегалодона, которым 11 тысяч лет. Точнее, зубы-то есть, но им тоже много миллионов лет. Просто они были найдены на определенной глубине, и внешняя среда на них повлияла определенным образом. Цвет остался достаточно белый, и они неравномерно окаменелые, а поэтому датировка их очень спорная. Но это точно не в ближайшее время. Как говорит Меган Балк, биолог из университета Нью-Мексико, то, что акулы так лихо заменяют свои зубы, в среднем 20 тысяч зубов за жизнь сменить могут, кстати, и является доказательством того, что сейчас мегалодон не может существовать. Мы просто не находим свежих зубов. Офицер, я зуб даю, что я не убивал того человека. Ну а неизученность океанов – любимый довод людей, которые утверждают, что мегалодон еще жив. Понимаете ли? Мы можем случайно найти новые виды. Мы даже можем обнаружить тех, кто, как мы думали, уже давно вымер. Но знаете, чем отличается мегалодон? Он был во главе этой пищевой цепи. Он был властелином морей и океанов, и он был огромным. Это не может проходить бесследно. Совершенно любые находки говорят, что да, в какой-то момент, пару миллионов лет назад, он просто вымер. А если бы и нет, то люди бы их точно заметили. Мы бы видели их отпечатки на китах, например. Не отпечатки пальцев или плавников, а отпечатки зубов. Мы точно знаем, что они питались китами. Непонятно точно, убивали они сами или кушали уже мертвые тела, но отпечатки зубов действительно были обнаружены. И спихнуть все на то, что на самом деле они водились в самых темных уголках планеты, в самых холодных районах, не получится. Мегалодон водился в теплых и умеренных водах. Это именно тот случай, когда мы не видим его и почти точно можем утверждать, что их уже нет. Но почему он вымер? Огромная тварь, мегалодон, обитал практически везде, кроме суши. Это было бы странно. И очень маловероятно, что он вымер из-за какой-то одной причины. Скорее всего, была совокупность нескольких факторов. За то время, пока он существовал, в мире произошли некоторые изменения. Раньше было совсем по-другому. Образовался Панамский перешейк, который разделил Тихий и Атлантические океаны. Сменились течения, которые поставляли в среду обитания мегалодона в воду, которая насыщена кислородом. Возможно, он просто начал задыхаться. Ему необходима теплая вода, но богатая кислородом. Но это еще ладно. Но это сильно отразилось на тех, кем питался мегалодон. Усатые киты, например, из-за всего этого сбежали в более холодные воды в поисках еды, потому что могут. А мегалодон не может туда, там его полномочия все. Он лишался своей добычи. Можете звать его Голодоном. Ему, знаете ли, вообще не повезло. Белые акулы появились. Как назло, появились зубатые киты. У мегалодона появилась конкуренция. Кушать хотели все, а зубатые киты так-то поумнее и поманевреннее будут. Могли даже сбиться в стаю и сожрать бедного мегалодона. Теперь мегалодон не первый парень на деревне. Он начал испытывать давление от этих ребят, и все, что оставалось, это вести неравную борьбу с природой, касатками, белыми акулами и ждать конца. Хочу заметить, что к каждому тезису можно подставить слово «возможно». Потому что никто на 100% вам не скажет, как было на самом деле. Ученые только догадываются. Но, в общем-то, да. Он вымер. Да и какая вам разница, вы все равно ожидали от него большего. Вот смотрите, это китовая акула, которая и сейчас обитает в океанах. И она смеется в голосину от возможных размеров мегалодона. Сейчас трудно встретить экземпляры больше 12 метров, но сообщается и о 18-метровых. Он, конечно, не гроза морей. Все, что он может, это открывать рот и засовывать туда всякий планктон. Вас тоже может засосать, но ему это не интересно. А вот синий кит, не городская легенда про детей-самоубийц, а настоящий синий кит вырастает до 30 метров. Что в 2 раза больше мегалодона. Нормас, да? Печально, наверное, осознавать, что мегалодону вообще повезло, что он жил. Просто совокупность разных факторов сделали его жизнь возможной. Вот вы в мечтах им восхищались, а он оказался не таким большим, безумно неповоротливым падальщиком, который задыхался и его шпыняли всякие касатки. Такое. Он был, знаете, как школьный класс В.
Слышь, жирный, мелочь есть? Ты чё, зубы давно не терял? Ты сейчас у меня быстро вымрешь. А если вы хотите побольше научного о нем узнать, в конце ролика будет ссылка на видео. Я очень советую ознакомиться. Собственно, на этом я бы хотел закончить свой рассказ. Для кого-то я не рассказал ничего нового, кому-то совершенно поменял взгляды, но я понимаю, что большинство меня смотрящих людей и так не верят в мистику и мегалодона. Однако главная моя цель – рассказать, почему же именно в это нельзя верить. Это целая история со своими документальными каналами, научными статьями, реальными фактами. И мне безумно нравится, чем я занимаюсь. Надеюсь, вам тоже. Хотелось бы верить, что телеканалы, которые позиционируют себя как научные, не станут больше ради рейтингов придумывать фантастические сюжеты. Но верится с трудом. Все ссылки, как всегда, в описании. Берите свою мегалодонь и подписывайтесь на социальные сети, а также оставляйте свои зубы в комментариях. И перестаньте спрашивать, что мне с прической. Я просто так тащусь по мегалодону, что даже плавник себе отрастил. Смотрите.